Еще раз добрый вечер, спасибо всем за терпение. Мы начнем. Хочу вам представить Поль Алезра. Собственно, наверное, многим он здесь знаком. Он сейчас сам расскажет про свои проекты, но человек имеет уникальный опыт работы с проектами в области культуры, территориального планирования. И сегодня речь пойдет об искусстве реки. Почему о реке? Дело в том, что лекция проходит, вот, как я уже сказала, в рамках конкурса по развитию набережных Москвы-реки. Конкурс организован при поддержке Московской архитектуры и Института генплана. Мы рады вас приветствовать на площадке винзавода и проекта территории дизайна. И вот, соответственно, тема сегодняшняя, она связана и как с городским развитием, то есть с развитием реки, так и с темой искусства. Наверное, сначала нам Андрей Леонидович Гнездилов, главный архитектор Института генплана, тоже скажет несколько слов, потому что Андрей Леонидович только что приехал с заседания жюри по конкурсу «Москва-река». Результаты заседания мы узнаем завтра, но пока вот послушаем интереснейшую лекцию. Добро пожаловать. Да, мне очень приятно быть как бы открывателем лекции, но я не хочу быть ключом, потому что само содержание, я думаю, не требует такого моих дополнительных комментариев. Хочу только сказать, что Москва-река сегодня была представлена участниками конкурса, экспертом которого я был, и я присутствовал, правда, не на всех докладах, но на 4 из них. Могу сказать, что у меня возникло ощущение, что участники в той или иной степени видят реку схоже. И это видение, мне кажется, вот совпадение этих точек зрения, на мой взгляд, очень важно для такого публичного осознания роли реки. И вот искусство как один из драйверов развития реки, которая была долго забыта и служила только промышленности, немного служила пропаганде в самом центре, как мы знаем, там, сталинской пропаганде. И река должна была играть роль такого столичного лица, зеркало столичного лица скорее, да? В ту эпоху, когда успехи социализма требовали такой поддержки. Но сегодня вот этот фрагмент, который мы знаем в центре реки, это далеко не все, или я бы сказал, совсем не то, о чем говорили практически все участники конкурса. Они все говорили о том, что река — это система не только ландшафтная, со всеми ее притоками, система не только водная, и система не только пространственная, а все обращали свое внимание и свои усилия на то, чтобы найти связующие элементы, которые помогли бы связать город с рекой. Потому что, как мы знаем, река сегодня скорее мешает нам, чем помогает. Она разделяет берега нашего города, она его разбивает. И вот эта рецептура связей, которые могли бы возникнуть поперек реки, вдоль реки, а может быть и совсем рядом, совершенно в другой кальке, в другом слое, но так или иначе связанным с рекой. Вот это очень любопытно. И любопытно послушать эту лекцию, потому что точка зрения архитектора на реку, как на связующее звено, и как на искусство, которое могло бы тоже на этом как помочь этим связям, мне было бы очень любопытно. Я еще хочу добавить, что, конечно, сам по себе конкурс является соревнованием, и завтра мы от мэра на Урбан-форуме узнаем, кто же все-таки из участников наиболее близок был к видению жюри. Вы можете посмотреть, у меня здесь записан адрес, можете посмотреть или посетить сессию завтра, 12 декабря, которая будет посвящена презентации проектов финалистов. И все подробности конкурса вы можете увидеть на сайте. На сайте, это сайт называется themosqueriva.com.
Ну, собственно, про актуальность темы это я уже сказал. Мне остается только с любопытством, с таким же любопытством, как у вас, послушать еще одну точку зрения на реку. Сегодня я увидел уже много. Спасибо. Спасибо. Ну что же, мы начинаем нашу лекцию. Передаем слово Полю. So, good evening, everyone, and thank you for coming. First of all, I would like to thank the organization of the competition for the riverfront in Moscow. Of course, Moscow Committee of Architecture and Game Plan, and of course, and the company was also hosting us tonight, which is Vinzavod plus Design Territory. Добрый вечер всем присутствующим. Большое спасибо за то, что нашли время прийти к нам. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить организаторов конкурса по возрождению набережных Москвы-реки. Это Институт генплана, это Московский архитектурный комитет, это и те компании, которые принимают нас сегодня здесь. Это Винзавод и территория дизайна. And for me, it's a sort of a full circle to be back in Vinzavod tonight. Я очень рад снова оказаться на территории винзавода сегодня. The first time I came to Moscow 7 years ago, I visited Vinzavod, and then after visiting Vinzavod, I went on a boat trip on the river with Sofia and Roman Trozenko. So for me, I discovered Moscow on the river, and I discovered Vinzavod at the same time, and now I'm back here tonight. Первый раз я приехал в Москву 7 лет назад, я посетил винзавод, после этого мои друзья София и Роман Розенко прокатили меня по Москве на трамвайчике, и я познакомился с Москвой, увидев ее с реки, я познакомился с винзаводом, сегодня я снова переживаю те воспоминания. So now I'm going to start my presentation. Теперь я хотел бы начать свою лекцию. So first of all, just a couple words on us. Who are we? So we are so Avesta Group. We are an international planner and operator that works only for the cultural sector. So we only have cultural projects, which we do in different countries. Компания Avesta Group занимается архитектурным планированием и проектированием, но мы работаем исключительно в сфере культуры в самых разных странах. So we do offer a complete range of integrated services. That means we work on all the aspects of cultural projects and on cultural and leisure activity as well. Мы предоставляем полный комплекс услуг в области проектирования, связанного с культурным строительством, а также в области культуры и досуга. In terms of expertise, so we can really work on strategy, on finances, on architecture, on project management, on operation and institutional practices, also marketing, communication, human resources, that includes training and management of people as well, and of course cultural development and also programming of the cultural projects. У нас богатейший опыт работы в самых разных областях. Так мы разрабатываем стратегию, мы обеспечиваем финансовую сторону вопроса, мы разрабатываем архитектурные проекты, управляем проектами. У нас есть большой опыт в области институциональной и эксплуатационной. Мы работаем в области маркетинга и коммуникации, мы работаем с кадрами и также, конечно, мы осуществляем различные культурные программы. So just to show you a few of our latest projects in the world, so we worked a lot for the Louvre in Abu Dhabi. We worked for the Punta de la Dogana, a contemporary art space in Venice. Несколько слов о наших последних проектах в разных странах мира. Мы работали над проектом в Абу-Даби, мы работали над проектом в Венеции. And also for the Eder Aliyev Center in Baku, which is a huge cultural center in Azerbaijan. Мы спроектировали большой культурный центр в Баку, в Азербайджане. In Singapore, we did this big project called Marina Bay in Singapore. Мы спроектировали этот большой культурный центр в Сингапуре. Another museum for the Louvre in the north of France called Louvre-Lens. Еще один музей для Лувра на севере Франции. And a cultural center, a big cultural center in Doha called the Cultural Forum.
и большой культурный центр в Дорог, который называется «Культурный форум». We're also quite active in Moscow at the moment. We have a different project in Moscow. Of course, one of the big ones, we are working a lot with the Pushkin on developing the new Pushkin Museum. У нас сейчас также достаточно активно идет работа в Москве. Наш крупнейший проект в Москве – это музей искусства имени Пушкина. We also worked on a museum of Russian Impressionism on Leningradsky. Мы также работаем над музеем русского импрессионизма на Ленинградском проспекте. That will open in September next year. Проект начнет застраиваться в сентябре следующего года. We work also for GetCCA on the new project of developing the new contemporary art museum. Мы также разрабатываем проект нового центра современного искусства. And Udarnik, which is also a contemporary art project we've been working on for the last 2 years. И еще один проект современного искусства в кинотеатре «Ударник». Мы над ним работаем уже 2 года. And there's another project just nearby Udarnik, which will be also another contemporary art museum, which there are a lot of it in Moscow at the moment. И рядом с Ударником есть еще один проект, он находится рядом с зданием бывшей электростанции. Это еще один музей современного искусства. В Москве сейчас много таких музеев. So now I would like to start why culture and riverfront are really could be so well together. Теперь я хотел бы рассказать вам о том, почему, с моей точки зрения, культура и набережные так хорошо сочетаются. First of all, what culture is really about and what it really offers to the society and community is really connected also to this project, to this riverfront development. Все, что культура может дать обществу, все, что культура может дать различным членам этого общества, имеет прямое отношение к нашему проекту, к проекту на набережной. Culture in general really respond to the everyday needs and desire of everyone, every customer or visitors. Потому что культура отвечает практически повседневным потребностям всех посетителей, всех участников этого проекта. Of course, more than just a marketing strategy, it also helps to offer a unique place of living for people. That's also a very strong point on culture. Культура нужна не только для того, чтобы разрабатывать стратегии маркетинга. Она помогает также создавать уникальные места, где люди могут жить. And of course, it can be educational. It can also enrich the cultural experience of anyone. And finally, it can be extremely entertaining. И культура может, конечно, нести образовательную функцию, она может помогать людям накапливать свой культурный опыт. Entertaining. И, конечно, она может также помогать проводить досуг. I know, but culture and entertainment, I guess now have to go together, so that's why. То есть я считаю, что культура и досуг должны всегда сочетаться. So why in development, in like the riverfront will be a new development or a new zone, why choose culture as a boost for a new development? That's what I'm trying to convince people. Я пытаюсь всегда всем своим собеседникам объяснить, что при любой застройке набережных культура должна выступать в качестве драйвера, в качестве катализатора такой застройки. Because with culture you can go from a place to a living place. It really changes everything. I mean, you go to a place, or if there is something cultural around, you go to a living place. Потому что культура является тем решающим фактором, который может превратить в место пребывания в место обитания. And for us, what is interesting, I've been doing this work, I've been having this company for a long time now. When I started, our clients were mostly public institutions. И для меня интересно вот что. Я занимаюсь своей работой уже много времени, и когда я только начинал эту деятельность, то большинство моих заказчиков были государственные учреждения. For the last 10 years, my biggest client and most important clients are real estate developers. Но при этом последние 10 лет мои крупнейшие заказчики происходят из мира торговцев недвижимостью. Because the real estate developers, they understood the strong added value of culture in any development. Потому что торговцы недвижимостью, застройщики лучше всего понимают, что культурный аспект очень сильно повышает стоимость их застройки. So what kind of added value a cultural initiative can bring to a development?
Итак, какие же дополнительные положительные качества может культурная инициатива придать застройке? You see, for example, this image is Sadia, Thailand in Abu Dhabi. На этом слайде вы видите остров Сати-Айленд в Абу-Даби. And as you can see, it's of course on the waterfront, and they started with developing Guggenheim Abu Dhabi, Louvre Abu Dhabi, Maritime Museum. They started to develop first the cultural activities before the rest of the island. Как вы видите, здесь все застройки расположены на берегу моря. И первое, с чего начали застройщики, они построили музей Гугенхайм Абу-Даби, Лувр Абу-Даби, морской музей Абу-Даби, прежде чем они начали строить что-то другое. So some of the few reasons that I will give tonight is, first of all, is that a cultural initiative on any development can help to distinguish the project from another one, from another project. Поэтому главная мысль, которую я хотел бы донести в моей лекции сегодня, это что любая культурная инициатива является тем принципиальным моментом, который отличает одну застройку от другой. The second point is also that people are living in these developments, and a cultural initiative will also help to service the community in general. Следующий момент, который я хотел бы подчеркнуть, что когда люди живут в том или ином квартале, то культурная инициатива помогает обслуживать их потребности. It helps also redynamize or dynamize the urban area. It gives a sort of a small city by itself. Помимо этого, культура помогает вдохнуть особую жизнь в отдельные кварталы города. Они помогают создать город в городе. And important also for the, let's say, for the developers and for the initiative is that it's a very strong point for local authorities. Помимо этого, также очень важным аргументом для застройщиков является то, что наличие любых культурных объектов является сильным аргументом при разговоре с местными властями. And finally, culture is all year long. It's not as going to the beach on summer or skiing in the winter. Culture is every month, so it gives a continuity of a place for the whole year. И, наконец, культура остается с нами круглый год, независимо от сезона. Зимой мы можем кататься на лыжах, летом мы можем загорать на пляже, а культура с нами всегда. Now, more specifically on the riverfront, I guess, and it's important for this competition and for the future of this project, cultural initiative really bring this sustainable element to the whole project. Еще важно отметить в отношении любых набережных, в частности в отношении данного проекта на Москва-реке, это то, что культурная инициатива делает любые такие проекты успешными и долгосрочными. And also it will help a long-term strategy because cultural institutions, they are here for the long term. They don't disappear. They don't go away after 5 years. It's a long-term development and it stays forever. Культурные объекты позволяют обеспечить развитие долгосрочной стратегии любой такой застройки, любой такой набережной. Потому что культурный объект здесь построен не на год и не на 5 лет, а на много-много лет. And of course it humanizes the whole development because people go to work, people go to shopping, but if at the same time they have something cultural to do, whichever it is, it gives more humanity to your experience, to your shopping or working experience. И, конечно, культура придает всему такому кварталу более гуманный оттенок, потому что люди могут приезжать куда-то работать, люди могут куда-то ходить в магазин, делать шопинг, но если там есть культурные объекты, то такой квартал становится более гуманным. So now I would like to give a few examples of some best practice or some projects that I like in the last few years. Теперь я хотел бы поделиться с вами своим мнением относительно тех проектов, которые, мне кажется, наиболее успешными в этой области за последние годы. So I will start by one project that is really, in my opinion, one of the most interesting that I know, and it's taking place in Lyon. Начну с рассказа об одном проекте в Лионе, который, мне кажется, наиболее интересным в этом отношении. Well, it's also very interesting for me because Lyon is a city where I grew up. Этот проект еще интереснее, потому что Лион — это тот город, где я родился.
So the project called Rive de Saône in Lyon was really built with the thinking, the same thinking, in my opinion, the same thinking as the Moscow riverfront competition. It's the same goals initially. Проект называется река Сон, это река в Лионе, и застройка этого проекта проходила практически под тем же, под эгидой того же мышления, что и проект в Москва-реки, здесь, который проходит сейчас. And the whole idea is that the city will reclaim the ownership of the river. Главная суть проекта заключается в том, что город хочет снова получить доступ к реке. In terms of size, we are speaking about 50 kilometers of riverfront. Если говорить о размерах, то протяженность набережных составляет 50 километров. There are 14 cities that are concerned, smaller cities that are concerned by this riverfront. Вдоль этой набережной расположено 14 небольших городов. And 5 full districts of Lyon. И 5 крупных районов города Лион. And so, 50 kilometers, Moscow is 80. There's a lot. I mean, the size is quite comparable in some aspects. То есть 50 километров здесь, продолжение на набережных в Москве 80 километров. Мне кажется, что размеры вполне сопоставимы. But what I find particularly original in this example and why I chose it is that from the beginning, from day one, they didn't choose an artist, an architect. They didn't choose an urban planner. They chose an artist. Но что мне кажется особенно важным в отношении данного проекта, так это то, что с самого начала те, кто проводил конкурс по этому проекту, не выбирали архитектора, не выбирали планировщика, они выбрали художника для того, чтобы этот проект разрабатывать. So any project that was developed or is being developed is developed under the, let's say, the control or the approval of this artistic director. Поэтому любой проект, который предлагался на конкурс, любой проект, который разрабатывался, всегда должен был получить одобрение арт-директора. And so the project itself is called the River Movie. Сам проект называется «Кино на реке». And so inside the movie, of course, you have different scenes, you have different atmosphere, and it's all about. This is all about that project. В любом кинофильме эпизоды меняют эпизоды. Есть одна сцена, есть другая сцена. В одной сцене одна атмосфера, в другой сцене другая атмосфера. Это ровно то, что мы наблюдаем здесь, на этой реке. Another project that I like very much, and of course I like it also because I worked on it a lot, is Marina Bay in Singapore. Еще один проект, который мне очень нравится, разумеется, нравится еще потому, что я посвятил ему значительную часть своего времени, это проект Marina Bay в Сингапуре. And the developer has been doing a choice that is completely original, in my opinion, in any experience, is that he chose to put 27% of public and cultural space in his development. И застройщик совершил совершенно уникальный, с моей точки зрения, шаг. Он заключается в том, что он решил поместить в свою застройку 27 объектов культуры и искусства. In general, when I'm asked to work on a development project, and the client asks me, how much culture should I put, how much entertainment should I put, they always feel that 1% is a lot or 2% is a lot, Обычно, когда я разговариваю с застройщиками, когда мы планируем какой-то объект, я спрашиваю, хорошо, какую долю от этого объекта можно посвятить культуре, какую долю от этого объекта можно посвятить досугу? Обычно мне говорят 1%, 2%, не больше. And I generally try to go for 10%, which I think is the right sort of right proportion. Я обычно стараюсь довести это число до 10, потому что мне кажется, эта пропорция наиболее правильная. And in general, if I finish with 5%, I'm happy. So. Но обычно, если мне удается сторговаться на 5%, то я счастлив. So Marina Bay for that is an example I like very much. Проект Marina Bay, где 27% культурных объектов, мне очень нравится. So you have art and science museum, you have amphitheaters, you have a lot of park and public events. It's a very, very active area. Это очень активный район с точки зрения культуры, там проходят различные мероприятия, там есть парки, там есть амфитеатр, там есть музей современного искусства. And the story is also interesting because when I started to work on this project,
So Marina Bay is developed by one casino company called Marina Sands. They have this Las Vegas casino. Этот проект интересен тем, что изначально его инициатором явилась одна компания, которая владеет казино по типу Лас-Вегаса. And so Sands, the casino company, they bought this Marina Bay, and they wanted to develop, of course, a casino, which is a huge profit-making. Компания купила этот участок, и, разумеется, сначала она хотела построить казино, потому что оно приносит огромные прибыли. And the government of Singapore told them, okay, let's make a deal. You will have the casino, but you have to do a museum. И правительство Сингапура сказало: хорошо, давайте договоримся так. Мы вам разрешим построить казино, но вы должны будете за это построить музей. So the first time I went to Las Vegas to discuss with Sands, I was really like extraterrestrial, you know, I was coming from another planet. Первый раз, когда я прилетел в Лас-Вегас, я почувствовал, что я нахожусь на другой планете, я инопланетянин. Because I was explaining them very simply that for the museum they were going to lose a lot of money every year. Потому что мне пришлось им объяснять простую мысль, что на музей им придется каждый год тратить много денег. But after a few years, and now if you go to the website of Marina Bay, you will see that one of the main things they are presenting is this Art and Science Museum. Но, тем не менее, если вы зайдете на веб-сайт этого проекта Marina Bay, то увидите, что один из главных проектов, которые они на этом сайте продвигают, это музей искусства и науки. So even casino could be convinced. То есть даже владельцев казино можно убедить. I have another project that it just started. I'm too close now. We just started. So that's another image from Marina Bay. Это проект, который я уже описывал. А сейчас расскажу о другом проекте, который мы только что начали. So there is a new project in Belgrade for the new Belgrade riverfront, and this riverfront is also starting with a big developer from Dubai. Это проект застройки городской набережной в Белграде. Эту застройку будет проводить крупная компания-застройщик из Дубая. So the city of Belgrade decided to give one developer the whole riverfront of Belgrade. Правительство Белграда решило дать этому застройщику право застроить всю набережную. And so there will be a Dubai style, of course, with some towers and some luxury apartment and some hotels. И, разумеется, мы там встретим такой Дубай-стиль, там будут небоскребы, там будут квартиры в стиле люкс. But they understand very clearly, and that's why we are discussing at the moment, they understand very clearly that for this project to be successful, it has to be connected with Serbia, and it has to be connected to the people of Belgrade. Но при этом застройщик очень хорошо понимает, что если он хочет, чтобы данный проект стал успешным, то проект должен иметь отношение к народу Сербии, должен иметь отношение к населению Белграда. So they will build on the riverfront, but they will also try to engage as much as they can all the community of Belgrade, all the people of Belgrade to be part of this project. Поэтому застройщик будет застраивать набережную, но при этом сделать максимум возможного для того, чтобы вовлечь в этот проект жителей Белграда. And so I think this project will last for the next maybe 5 to 10 years before it's developed, but still it's starting very strongly. Проект начинает развиваться очень активно, но я думаю, что он будет идти не меньше 5, может быть, 10 лет. So you see this tower, which is the same tower, but 4 times smaller than the one in Dubai. Вы видите, эта башня очень похожа на ту башню, которая находится в Дубае, только она в 4 раза короче. But you can still see in the master plan lots of green spaces and lots of parks, and obviously there will be cultural activities here in this building. Но видите, что по генплану здесь есть по-прежнему очень много площадок, где есть зеленые насаждения, есть много открытых мест. And as you could see, I mean, I didn't see yet, and I'm really looking forward to see the project that will be developed in the Moscow riverfront. But more and more, you can see that the riverfront is not the limit of the project. The limit of the project is on the river, not at the border of the river, but really advanced in the river. And I think it's, you could see that for Abu Dhabi, and you could see that here. It's really, you possess even more the river than just the embankment.
Я еще не видел того проекта, который будет предложен в Москве-реке для застройки набережных, но в принципе я думаю, что вы убедитесь в том, что набережная не является концом проекта, не является той границей, где проект заканчивается. Проект должен идти дальше, должен проходить в реку. Это мы видим в проекте в Абу-Даби, это мы видим здесь в проекте в Белграде, это же мы должны увидеть и в Москве. So now the last example, which is also impressive for me, it's Battery Park in New York. И, наконец, последний пример, который также меня поразил, это Battery Park в Нью-Йорке. And so you could see, of course, it's in Manhattan, and you could see the whole area. Это находится в Манхэттене, и здесь вы видите весь этот район. And this is impressive for me because they decided to put a sort of museum quarter in this park. Этот проект меня по-настоящему впечатлил, потому что этот проект является попыткой властей Нью-Йорка поместить в центре города музейный квартал. So you have 4 permanent museums. Там находится 4 постоянно действующих музея. You have also 20 public artworks in all the park. Помимо этого 20 постоянных выставок искусства в парке. Different multi-screen movie theater for outside in summertime. Несколько кинотеатров, многоэкранных кинотеатров с открытыми и закрытыми экранами. And altogether it's only 5% of cultural activities, but it's so strongly developed that it makes a big difference. И при этом доля культурной активности в этом проекте составляет всего 5%, но она так концентрирована, так сильно представлена, что она производит огромное впечатление. So on the very image of public spaces in Battery Park. Здесь вы видите общественное пространство в Battery парке. So now I would like to give my own feeling on what I think successful riverfronts need to have. And it's really based on all the projects I did, and at the end, when you do a lot of projects on waterfront, which is the case now, you can see that there are some let's say some best rules how to develop that. Теперь хотел бы поделиться с вами своими взглядами на то, что нужно набережной для того, чтобы проект набережной стал успешным. Мы проделали много проектов, и мы можем составить такой список оптимальных правил застройки набережной. So the first point, which I'll always insist on, is that any riverfront project should have a long-term strategy. Итак, первое, что требуется, это любой проект застройки набережной должен опираться на долгосрочную стратегию. So a development like that, like the riverfront of Moscow or any riverfront, will take 20 years. It will not take 2 years or 3 years. Потому что застройка любого такого проекта, будь то на Москве-реке, будь то в любом другом городе, займет не год и не два, а лет 20. So of course, to sustain a long-term strategy for 20 years, you have to have a very strong master plan. You have to have something that was really developed with this idea that you will have always this directing line. You will always know why you are doing something 5 years from now, 10 years from now. But also, the plan should also offer a lot of flexibility, like any plan. И, разумеется, для того, чтобы в течение 20 лет ваш план сохранился в том виде, в котором он был изначально создан, нужно, чтобы в его основе была очень сильная стратегия, чтобы вы четко представляли себе, что вы будете делать через 5 лет, через 10 лет, через 15 лет. Для этого у вас должна быть главная идея, которая будет проходить красной линией через все эти годы. Одновременно с этим план должен быть не только сильным, но и гибким, чтобы позволять вносить какие-то изменения по ходу необходимости. The second point, which is very important for me, is this strong public engagement. Следующий пункт, который я считаю очень важным, это сильное вовлечение общественности. I think to be successful, the riverfront should be open night and day, every day, and should always have all publics coming on a continuing activities. That's very important. That every habitant of Moscow will feel that they have to go to the waterfront because there's always something going on. If it's in the morning, there's something going on. If it's at night, there's something going on. So this public engagement is a strong factor of success for riverfronts.
Для того, чтобы проект набережной стал успешным, нужно, чтобы набережная была открыта для доступа населения круглые сутки, и днем, и ночью. Чтобы люди могли в любое время суток туда пойти, чтобы они знали, что если они туда пойдут, там и утром что-то будет происходить, и вечером что-то будет происходить. Of course, to achieve that management of all sites, the programming of all sites is very important, and it's also important to act that on different period of time. Разумеется, для этого необходимо обеспечить качественное управление, для этого необходимо обеспечить, чтобы в любое время суток были люди, которые отвечают за работу набережной. Of course, for me, coming from the outside, I can see that there are really two Moscow. You know, there's Moscow in winter and Moscow in summer, and for me, it's always striking as it's completely two different cities. Я не живу в Москве, и когда я сюда приезжаю в разные времена года, то я вижу два совершенно разных города. Есть Москва зимой и есть Москва летом. И меня это поражает, потому что мне кажется, что это два совершенно разных города. And so obviously I think that the future project that will be developed by the winner should take into consideration that they should create a winter and summer program somehow. И поэтому я считаю, что будущий победитель этого конкурса должен специально разработать программы для лета и программы для зимы. One other point that I think is important is, and it seems to be really obvious, but in general it's almost forgotten, is that you have to use the water. Еще один пункт, который мне кажется очень важным, он может показаться настолько очевидным, что вы назовете его банальным, но тем не менее, мы должны иметь возможность доступа к воде, должны использовать воду. Because in this project, in the Moscow riverfront, like in any waterfront, your biggest asset is the water. Потому что в этом проекте, как в любом проекте застройки набережных, главным активом такого проекта является вода. And this should be used extensively, like art on the water, floating cultural institution. I mean, everything that could be on water and using the water will help a lot these developments. И этот актив надо очень активно задействовать. Выставки на воде, плавучие культурные учреждения, любые другие мероприятия, которые можно на воде проводить. There's a nice example in London with the Tate boat that goes from Tate Britain to Tate Modern. И, например, в Лондоне есть очень интересный проект. Там есть специальный катер, который может довести любого желающего от музея Тейт-галереи старое искусство до музея Тейт-галереи современное искусство. And I guess it will be quite feasible to do a cultural boat in Moscow going from Tretyakov and Gorky Park and Garage to Udarnik, to the Victoria Foundation Museum, to the Pushkin even. So I think it could be also this using of the water as a connection between all these cultural activities. It's just one example that could be done by using the water. И мне кажется, что нечто подобное вполне можно было бы осуществить и в Москве. Например, культурный трамвайчик, который довезет вас от Третьяковской галереи, например, до музея современного искусства в Ударнике, до фонда Виктория, до музея Пушкина. Another important factor is the local identity. So obviously, it's important that the Moscow riverfront is Moscow riverfront, that it takes into account the history, culture, that it has its own, that it has this local identity and not copying something that was done in Singapore or in Paris or anywhere. И еще один очень важный фактор – это территориальная идентичность. Московская набережная должна быть набережной именно Москва-реки. Это должна быть набережная, которая имеет свои связи с историей и культурой данного места. Эта набережная не должна быть похожа на набережную Лондона или Сингапура. And so all the opportunities that you could take to have local art, local music, local theater, I mean, everything local will help developing very strongly the waterfront. Поэтому нужно использовать любые возможности для того, чтобы привлечь местное искусство, местные музеи, другие местные проекты, все, чтобы сделать эту набережную, придать этой набережной особую идентичность. So I have to speak about that, even though it's not my most favorite subject, but still in this century, and like at the end of the last century,
any successful project has to have iconic buildings. Я хотел бы также обратить ваше внимание на это, хотя в данном случае мы не видим на слайдах Москву, но тем не менее любой успешный проект и в конце прошлого века, и в этом веке должен иметь знаковое здание. As I said, it's for good or for bad, but the Moscow riverfront will need at least 1 or 2 iconic buildings to really brand Moscow riverfront. Как я уже говорил, хорошо это или плохо, но я считаю, что Московской набережной также потребуется 1 или 2 таких здания, которые станут символом Московской набережной. And somehow you don't even have to comment the images. You know it's an iconic building, you know where it is, and you know what it is. No. Оно должно стать таким зданием, что, увидев его, люди сразу будут понимать, где это находится, что это такое. And finally, and I don't think it will be a surprise for you, I think that each successful riverfront project needs to integrate and to be culture-oriented. И, наконец, я думаю, это не будет для вас сюрпризом. Я считаю, что любой успешный проект застройки набережной должен стать культурным ориентиром для этого города. All these successful projects, they always have 3 components. У любого успешного проекта есть 3 компонента. One component is economy. Первый компонент – это экономика. The second is environmental sustainability. Второе – это экологическая устойчивость. And the first one, which is as important, is social well-being, the well-being of the people. И третий компонент, который не менее важен, чем первые 2, это благосостояние народа. And of course, culture is really the thing that connects these 3 points, that connects economy with environmental sustainability and with social well-being. It's sort of a connection between the 3 of them. И, разумеется, именно культура соединяет все эти 3 компонента воедино. Экономику, экологию и социальную роль. And you could see that, I mean, different projects in Manchester, when they started the new revitalization of Manchester, they starting by doing the lorry, a museum. When they мы видим подобные примеры, например, в Манчестере, когда они запускали этот проект, то они начали с того, что они построили музей. In Bilbao, they started with the Guggenheim. В Бильбао начали построить музей Гугенхайма. In Lens, they're starting with the Louvre. В Лансе начали с музея Лувр. In Sydney, they started with this huge opera 50 years ago. В Сиднее начали с постройки этого большого оперного театра 15 лет назад. So it was always this anchor, symbolic cultural space that helps to develop the rest. То есть всегда сначала строился некий якорный объект, знаковый объект, вокруг которого потом выстраивалась вся остальная инфраструктура. So that's it for my presentation. Thank you for listening. На этом моя презентация закончена. Большое спасибо за ваше внимание. Спасибо большое. Пол, очень интересная лекция. Я уверена, что у наших зрителей наверняка есть вопросы, поэтому вот, пожалуйста, кто бы хотел задать вопрос? Paul, thank you for your lecture. Thanks. I've got a question. You said you've been working with Russia, with Moscow for some time already. Yes. What do you think are the main difficulties working with Moscow and with Russia? And what are the main things which are easier here than anywhere else? Yes. Я перейду для тех, кто не очень хорошо понимает по-английски. Поль, большое спасибо за вашу лекцию. Очень интересная лекция. Я хотел бы узнать, что с вашей точки зрения отличает работу в России от работы за рубежом, что в положительные и отрицательные стороны. Frankly speaking, I didn't have a lot of difficulties in Moscow. I was incredibly well welcomed when I started to work here. Честно говоря, у меня не было больших проблем, когда я начинал работать в Москве. Я был удивлен тому, с каким дружелюбием со мной общались. For example, I'm doing now maybe 5 or 6 museums in Moscow.
Например, сейчас у меня одновременно в работе 5 или 6 музейных проектов в Москве. I never did 5 or 6 museums in Paris. В Париже у меня никогда не было 5 музейных проектов одновременно. So I guess there is some cultural connection between France and Russia that made it easier for me to work here. То есть мне кажется, что есть некая культурная связь между Францией и Россией, которая облегчила мне получение этих проектов. But I have to tell you there is one difficulty that I felt in many, especially initially when I started to work here. Но при этом я должен отметить одну сложность, с которой я столкнулся, особенно на начальных этапах работы в России. Is when you present a work, a concept, or everything, when people just say it's okay, that means it's good here. Когда ты рассказываешь о своем проекте, представляешь свою концепцию, и люди говорят все окей, то это означает, что все хорошо. I'm used to work in the US where they just go crazy even if it's bad, you know. Я уже работал в Штатах, привык к тому, что даже если проект плохой, то они начинают восторгаться. So at first I thought that people were really disappointed by my work. You know? И поэтому сначала, когда я встречал такую реакцию в России, мне казалось, что люди крайне разочарованы тем, что я им рассказал. But I got used to it, so now I know. Но теперь я к этому привык, теперь я понимаю, что происходит. Пожалуйста, еще вопрос? Спасибо. Поль, насколько я понимаю, вы немного представляете себе географию Москва-реки. В те объекты, которые вот я увидел в презентации, в которых вы принимаете участие, те 5 объектов, они скорее находятся в центре Москвы. Видите ли вы возможность, может быть, конкретную точку географическую и вообще Москва-реки, да? Может ли быть строительство музея не в центре города Москвы? И понятно, что для этого власти должны выделить территорию, а для того, чтобы вот строительство музея, то, о чем вы говорите, стало бы центром притяжения, чтобы была децентрализация, потому что у нас сосредоточено на 16 километрах несчастной Москва-реки в центре, все остальное пустое или заброшенное. Спасибо. Yes. The centralize the project because Moscow is now very much centralized along the 16 kilometers on the Moscow waterfront. I understand completely the question, and it's a question that I've been, thinking about for a long time. I mean, long time, for the last few years. Я ваш вопрос очень хорошо понимаю. Я над этим вопросом сам думал в течение последних нескольких лет. I think the main issue in the Moscow development of culture is that there is no cultural plan. Мне кажется, что главной проблемой с точки зрения постройки культурных объектов в Москве является то, что в Москве нет единого плана культурной застройки. So somehow the project, they are born where they are born. То есть проекты самозарождаются там, где они зарождаются, But not with a long-term plan to develop east of Moscow, north of Moscow, south of Moscow. It's just they are born where they are born. но при этом нет никакого долгосрочного плана в отношении развития востока Москвы, запада Москвы, севера Москвы, юга Москвы. Просто проекты появляются там, где они появились. 3-4 years ago, I worked on a big project in Chicago for a cultural plan for Chicago. 3-4 года назад я работал над крупным проектом развития культуры в Чикаго. And Chicago is in many aspects, is very similar to Moscow. А Чикаго во многих отношениях очень похож на Москву. The weather for one thing. Возьмите хотя бы погоду. But also the number of habitants, the cultural life. I mean, lots of similarities between Chicago and Moscow. Ну и население, и культурная жизнь. В общем, между этими двумя городами очень много общего. So they decided to do a 10 years plan, cultural plan for Chicago. Поэтому правительство города решило разработать 10-летний план развития культуры. And to balance, as you said, to balance the new projects where they need to be. И попытаться составить баланс, указав, где нужно располагать новые проекты. There's already a new, I mean, GCCA is already a first example of something that is not really in the center. Ну вот, например, ГЦСИ, Государственный центр современного искусства, как раз является примером того, что такой культурный объект строится не в центре. But I agree, there need to be much more project outside of the center.
Ну, я с вами согласен. Нужно гораздо больше проектов выносить за пределы центра Москвы. Paul, you are speaking mainly about the indoor museums. And what about culture going outdoor? I mean, do you have any experience, and what is your opinion about sending the objects, the museum objects, outside? I mean, for example, taking some objects and placing them in places of interest, such as embankments and other parks, etc. Is there any difficulties, and how is it possible to solve in Moscow, for example? Вопрос такой. Поль, вы очень много говорите о музеях, которые находятся в зданиях. Но есть ли у вас какой-то опыт вынесения музейных объектов на улицу, помещения их в местах общественных, таких как набережные или какие-то другие объекты? Yes, I agree that this is something that is very important. And I will give you an example of what we did recently for the Pushkin, on the new concept of the Pushkin. Да, я с вами согласен, это действительно очень важно. Я вам расскажу, что мы сделали недавно в рамках нашей работы над концепцией Пушкинского музея. So for the Pushkin, it was agreed, it was complicated with the curators, but still it was agreed that there will be a lot of Pushkins popping up for 1 month, 2 months in one area of Moscow or one area in Yekaterinburg or Perm. So there will be some pop-up Pushkins. Pushkin is the monument. Poet Pushkin or the Pushkin Museum? Okay. И поэтому с кураторами этого музея было не просто договориться, но мы все-таки договорились о том, что в будущем в разных городах России, в Москве, в Екатеринбурге, в Новосибирске, в других местах будут периодически возникать небольшие пушкинские музеи, например, на месяц. There will be also probably a mobile museum, like we did for Pompidou, the Pompidou mobile museum, you know? Мы также говорили о том, что нужно создать так называемый передвижной музей, похожий на то, что мы делали для музея Помпиду. But of course, with the artworks, there are a lot of precaution to do. It cannot be done like amateurs. It has to be really much more. It's much more complicated to organize than a concert or a play, you know. Но, разумеется, если учесть, что мы имеем дело с произведением искусства, здесь все гораздо сложнее организовать, потому что нужно быть крайне осторожным. Это сильно отличается от организации концерта или какого-то спектакля. But now I'm convinced that because culture is a form of entertainment, like it was not that before, but now culture is a form of entertainment that is in competition with all the form of entertainment. Но я убежден, что поскольку сейчас культура является формой досуга, раньше так и не было, но теперь культура стала формой досуга, которая начинает конкурировать с другими формами досуга. И поэтому я убежден в том, что музей сейчас должен идти навстречу людям, идти ближе к людям, а не ждать, когда люди придут к музею. Иначе музей рискует исчезнуть или превратиться в нечто подобное библиотекам, куда никто не ходит. Пол, один из картинок, которые вы нам показали в презентации, касался как раз набережной Московской. Там, судя по размерам яхт, нескольких яхтах, парусов, приближение построек к берегу порядка, максимум от 10 до 15 метров. В силу того, что я где-то лет 8 тому назад столкнулся с нормативами, которые у нас минимальный норматив — это 50 метров. Насколько хорошо, что здесь присутствует господин Гнездилов, может быть, вы как-то защитите свою позицию, а генплан расскажет нам, какие новые перспективы в вопросе приближения построек, то есть окон, где мы хотим жить, к непосредственному берегу, к воды. Спасибо. Это вечный спор людей, которые хотят что-то сделать, и чиновников, которые запрещают
все делать. И часто возникают не просто противоречия, а, я бы сказал, предрассудки на тему того, что можно и нельзя. И говорят, что где-то написано, значит, нет норматива, который запрещает строить ближе 50 метров. Есть водозащитная зона, которая имеет 20 метров дистанцию. Это то, что где нельзя строить, так называемый бечевник, но он относится к рекам в природе, в городской ситуации он трактуется иначе. И здесь это красные линии, которые определяет генплан или проект планировки территории, скорее они будут диктовать приближение застройки. Так же, как и другие линии градостроительного регулирования. Но я просто точно говорю, что водоохранная зона не является запрещением для стройки. Если вы внимательно читать водный кодекс, то там написано, что там нельзя пачкать, там нельзя пасти скот, там нельзя... Да. У нас все законодательство имеет огромное количество, я бы сказал, лакун. Про дороги ничего не сказано. Нам требуется уточнить огромное количество понятий и мероприятий вообще во всех частях законодательства, не только. В общем, это проблема того, что, например, водоохранный кодекс, и гражданский кодекс, и градостроительный кодекс, и жилищный кодекс никак не стыкуются. Это просто большая проблема. Мы с этим сталкиваемся в ежедневной нашей работе. Это проблема законодательная, это проблема не чьей-то злой воли, а просто проблема в том, что наша страна недавно стала развиваться по нормальному пути, и при социалистическом режиме очень многие эти понятия вообще не то что не использовались, их не существовало не только в мыслях, но и, вернее, не только на самих бумагах, в самих законах, но и в мыслях людей. Понятие гражданской ответственности вообще в нашем законодательстве отсутствует. Пока. Значит, все это требует, это очень серьезный разговор, и дело не в том, что как близко или как далеко стоят дома. Очень много проблем, которые от этого не связаны с законодательством. Возможно, мой ответ такой не слишком конкретный, хотя, да, вполне конкретный по поводу водоохранной зоны, не 50 метров и не дома. В принципе, проблема законодательства существующего российского, она существует и стоит очень остро. Просто. Повторите, пожалуйста, у нас просто идет трансляция, не слышите. Простите. Участвует ли каким-то образом НИИП и генпланы в предложении по разработке каких-либо градостроительных документов, решающих эти проблемы, как организация, скажем так, находящаяся внутри этих проблем? Очень хороший вопрос. Значит, к сожалению, опять есть разные толкования, предрассудки. Институт генплана не является структурой правительства, а является проектным институтом. Просто в силу своей специфики работы, которую мы ведем, мы занимаемся такими общегородскими проблемами, в том числе и разработкой норм. Но обычно нормы разрабатываются не только по инициативе генплана, а скорее по поручению или по какому-то контракту. То есть это определенная задача. Я могу про себя лично сказать, что меня это волнует, но у меня, например, нет просто времени, чтобы заниматься этим факультативно, поэтому этим можно заниматься только в рамках определенной работы. И могу сказать, что сейчас Сергей Олегович Кузнецов, наш главный архитектор института, привлек меня тоже к работе, которая звучит примерно так. Предложение по изменению градостроительного и сопутствующих законодательств в целях улучшения и создания качественной городской среды. Примерно так. У этого нет названия, у этого нет титула, пока это практически факультативная работа, которая просто ставит задачу, концепцию, которая должна нарисовать концепцию этой работы.
Естественно, нас это волнует, но ведь не только в этом состоит проблема, почему вдоль реки Москва плохо выглядит или плохо развивается. Вот сейчас я прослушал эту лекцию, очень интересную и лекцию очень опытного нашего коллеги, архитектора, градостроителя, и я понимаю, как сложно нам в сегодняшней Москве, в сегодняшней в том числе и экономической ситуации, говорить о том, что мы должны начать любое строительство с объекта культуры. Это правда. Когда нет денег на простые там, социальные объекты, надо найти определенный и очень четкий, остроумный механизм взаимодействия с девелоперами и найти такие аргументы, убеждения власти для того, чтобы это состоялось. Могу сказать, что сегодня в Москве это просто крайне сложно. И вы прекрасно это знаете. Вы знаете, что объекты культуры, музеи в том числе и тот музей, который сегодня называется Пушкинский, это был музей Цветаева. И вы знаете, что была частная инициатива. Вот сегодня есть проблемы с этим. Maybe some comments, Paul? No, I mean, I cannot really comment on the construction law because I really don't really know construction law in Moscow. But the only comment I say, I mean, for me, the only, let's say, theoretical difficulties is the pressure of the water to build very close. If you can manage the pressure of the water, then after it's just a question of legislation. I mean, but for example, I can see when we are working on some of the building of the Pushkin that the pressure of the water is really strong. So you have to put a lot of concrete to somehow fix the new building on the floor, you know. But apart from that, I'm really convinced that the cities in the past were built looking at the river and on the river, and they survived. So I really think they should come back to the river. Я не могу комментировать по вопросу московского законодательства в области строительства, но, собственно говоря, хотел сказать другое. Самый главный вопрос, который приходится решать, когда строишь здание возле реки, это подпор воды. И если этот подпор удается как-то держать в рамках, то все остальное уже решаемо. Например, именно с этим нам пришлось столкнуться, когда мы проектировали новое здание Пушкинского музея. Для того, чтобы этот подпор как-то нейтрализовать, приходится использовать очень много бетона. Но при этом я считаю, что поскольку в прошлом города строились вдоль рек, поскольку сейчас, когда мы хотим вдохнуть в новую жизнь в города, нам нужно опять возвращаться к рекам. Говоря о концепции устойчивого развития, которую вы сегодня озвучили, заключающейся в совокупном взаимодействии трех составляющих социума, природы и экономики, в ваших проектах звучат две составляющие, это экономика и социум. Можно ли поподробнее именно о экоустойчивых мероприятиях, если можно, конкретных, проводящихся в рамках ваших проектов? Спасибо большое. Yes. Yeah, I think that any project in any part of the world now should start with sustainable environment. But you can, what I mean by sustainable could be extended to a lot of different activities or a lot of different things. You know, it's not only the environment, it's also sustainable jobs and sustainable activities for kids and sustainable things that can last. Sustainable means for me things that could last a long time. Но сейчас практически любой проект в любой стране мира должен быть устойчивым. Говоря об устойчивости, я имею в виду не только устойчивость с точки зрения сохранности окружающей среды, не только экологию, но и, например,
то, что этот проект должен обеспечить рабочие места, этот проект должен обеспечить возможность гулять с детьми, воспитывать детей. Этот проект должен стать таким, чтобы он существовал в течение долгого времени и приносил пользу людям. So of course, for the last 10-15 years, all the architects in the world are concerned with sustainability of the buildings themselves, zero carbon and all this sustainable development, you know. Разумеется, в течение последних 10-15 лет все проектировщики во всех странах мира очень обеспокоены устойчивостью своих проектов. Например, нулевые выбросы СО2, какие-то другие минимальные воздействия на окружающую среду. But there are also other aspects of sustainability. For example, we can see that in most of the city, only rich people can live in the center of Paris, or only rich people can live in the center of New York or in the center of Moscow. And this is not really sustainable because cities were developed in the past with every category of people living inside. Ну, разумеется, необходимо принимать во внимание и другие аспекты устойчивого развития. Например, если мы посмотрим на крупные города, то в очень многих городах в центре города могут жить только очень богатые люди. В центре Парижа, в центре Нью-Йорка, в центре каких-то других городов. Но я считаю это неустойчивым положением города, потому что в прошлом города развивались так, что там одновременно жили самые разные люди. So, for example, in San Francisco now, there's no new developments. In any new development in San Francisco, the developer has to put 25% of low-income apartments and buildings. Например, в Сан-Франциско сейчас любой застройщик, который хочет построить какой-то проект, обязан 25% этого проекта отвести для жителей с малыми доходами. They also have to put a certain number of amenities for families, children, handicapped people, in the urban development itself. Помимо этого, застройщик должен предусмотреть различные удобства, различные возможности для того, чтобы люди с детьми, маломобильной группы населения, инвалиды могли выходить на улицы и там пользоваться всеми благами этого проекта. So that's really that goes beyond environment. То есть устойчивость имеет в виду не только экологическую составляющую. Я прошу прощения, но все же пару слов именно об экологической составляющей. Безусловно, все важны. Still make a comment on the environmental aspect of your project. Yeah, when we do a new museum, a new building, for instance. Вы имеете в виду в тех случаях, когда мы проектируем новый музей, какое-то новое здание, да? Yeah. Or you develop the area, for instance. Yeah. Well, for the area, of course, there's a balance to find between what the buildings will produce in terms of carbon and how you can balance that with green space, with water, with everything that could balance this to go as much as possible to a sort of zero balance between the two of them. Ну, разумеется, если речь идет о застройке территории, то нужно так проектировать здание, чтобы достичь оптимального баланса между эмиссией СО2, эмиссией тепла и площадью зеленых насаждений и каких-то других экологических моментов. Наша задача вывести на нулевой баланс. We also, in the last 5 years, we changed dramatically the way we plan buildings, and especially museum buildings. Помимо этого, в течение последних 5 лет мы кардинальным образом пересмотрели принцип проектирования зданий, в особенности музейных зданий. So before, when we started to plan a museum, you will preview 35% of humidity with minus, plus, 1, 2. Раньше, например, когда мы проектировали здание музея, то мы предусматривали, что влажность в здании будет, например, 35%, плюс-минус 1%. Or a certain temperature, like 90 degrees, minus, plus, 1 or 2. Или, например, температура в здании будет составлять 19 градусов, плюс-минус 1 градус. And to achieve this constraint was extremely costly in terms of energy. You will have to develop huge technology to be able to have this
constant temperature and humidity, for instance. Но соблюдение этих жестких ограничений обходилось очень дорого с точки зрения затрат, потому что для того, чтобы выдержать эти требования по температуре или по влажности, необходимо было предусматривать очень сложные механические требования, выполнять очень сложные требования к строительству. So now we went from -1 to -5, +5, -5. We extended the range of constraint. So now the museum buildings, for instance, are more efficient in terms of environment. Но теперь мы просто расширили эту границу. Теперь у нас температура может колебаться в пределах не плюс-минус 1 градус, а плюс-минус 5 градусов. Таким образом, мы сделали наши здания более эффективными. I don't know if I answer, if it's respond completely to the question. Но я не уверен, что я полностью ответил на ваш вопрос. Paul, I've got a question. What do you think about Moscow riverfront in terms of bridges? Like, how do you see the current state of Moscow riverfront in terms of bridges? How do you see the potential? For example, we know bridges is a good link between, you know, and if we're talking about the cultural objects, it's a good link to create a shorter way from one object to another. And do you think, we know that the bridges is a very costly thing to do, but do you think it's a great potential? Вопрос, что думают наши уважаемые лекторы о мостах на Москва-реке, потому что мосты могут соединять между собой культурные объекты, но при этом мосты стоят очень дорого. And mostly pedestrian bridges, of course. В основном пешеходные мосты. Yes, it's a very important thing because now I can see when I'm in Moscow that it's a nightmare to cross the river. I mean, it's always a nightmare because all the bridges are too far, or it's too crowded with cars, or it's too dangerous with a bike. I mean, everything is a nightmare to cross the rivers. But I'm sure that this new development will help a lot. So more bridges, of course, more walking bridges, of course. I mean, all of this has to be multiplied by 5 or 10 to be able to live around the river. Now it's just, frankly, it's a nightmare to cross the river. Да, это очень важный вопрос, потому что когда я приезжаю в Москву, я каждый раз убеждаюсь в том, что все, что связано с мостами на реке, это просто кошмар. Пересечь реку невозможно, будь то автомобильный мост, будь то пешеходный мост. Очень страшно переезжать по мосту на велосипеде. Поэтому для того, чтобы можно было вдоль реки жить, нужно, чтобы мостов стало гораздо больше. Их должно стать в 5 раз больше, может быть, даже в 10 раз больше. But you know, now what didn't exist a few years ago, to go from the Pushkin to Red October is now very pleasing. Но еще несколько лет назад не было моста от Пушкинского музея к острову Красный Октябрь. Сейчас этот мост есть, и по нему гулять очень приятно. But crossing the other bridge, going from Udarnik to the Pushkin, is extremely complicated. Но с другой стороны, чтобы попасть от Ударника к Пушкинскому музею, нужно преодолеть очень большие сложности. Thank you. Я буду по-русски спрашивать, с вашего разрешения. Вот мы подошли все-таки, нам не удалось ускользнуть от самого главного вопроса. Откуда деньги на культуру? Ваш рецепт. To get money for culture? Well, maybe I was not convincing enough, so I'm going to try to be more convincing about that question. I think that it's you cannot make money out of culture. That's the first thing. Culture is not a money-making business. Ну, может быть, моя лекция была не очень убедительной, поэтому мне следует подобрать более убедительные аргументации. Но, тем не менее, прежде всего хотел бы сказать, что на культуре деньги не заработаешь. Культура денег не приносит. But it is very easy now that there's a sort of a long experience in that to show the multiplier of a culture investment. Но при этом нам сейчас очень легко, потому что у нас есть уже многолетний опыт, доказать, что культура является отличным мультипликатором для наших инвестиций.
Of course, everyone gives a general example of a Guggenheim Bilbao, which was 1 to 100. Разумеется, в этих случаях обычно любят приводить в пример музей Гугенхайм Бильбао, потому что там был мультипликатор 1 к 100. But I want to give you another example that is closer to the countries I know. Но я хочу привести другой пример, который ближе к тем странам, которые знаю я. 20 years ago, you had 40 million people coming to France every year, and you have 40 million people going to Spain and 40 million people going to Italy. That was the same numbers in the three countries. 20 лет назад во Францию каждый год приезжало 40 миллионов туристов, в Испании приезжало 40 миллионов туристов, и в Италию приезжало 40 миллионов туристов. Каждый год. Цифры были практически сопоставимы. 20 years ago, our French government decided to renew all our heritage sites and museum in France. 20 лет назад правительство Франции приняло решение обновить все наши объекты культурного наследия, все наши музеи. And now you could see 20 years after that in Italy you still have 40 million visitors. In Spain you have 40 million tourists, and in France we almost had 90 million tourists this year. И теперь, 20 лет спустя, мы видим, что в Италию по-прежнему приезжает 40 миллионов человек, в Испании приезжает 40 миллионов туристов, а во Францию в этом году приехало 90 миллионов. So you imagine with 90 million visitors, the number of hotel nights, restaurants, jobs created, taxes for the country. The return is extremely important for France. То есть вы можете себе представить, что 90 миллионов туристов дают дополнительные рабочие места в гостиницах для таксистов, для официантов и так далее, и так далее. Страна получает большую прибыль. The revenues in France created by culture is bigger than the revenue of Peugeot, Citroën, Airbus all together. Доход, получаемый во Франции от объектов культуры, превышает доходы от Peugeot, Air France и Citroën вместе взятые. When I speak with a developer, a private developer, he asks me the same question. Когда я общаюсь с частными застройщиками, они мне задают тот же самый вопрос. He asks me, why do you want me to spend money on something that is going to lose money? Застройщик спрашивает, зачем ты хочешь, чтобы я тратил деньги на то, что денег не приносит? And in general, I explain him or her, I explain the developer, okay, now you're going to build a hotel, you're going to build offices, you're going to build shops, and you're going to build apartments. That will be your development. Я обычно отвечаю застройщику, хорошо, сейчас вы построите гостиницу, построите офисное помещение, построите магазины, построите квартиры. If you build that and you build a swimming pool, for instance, you will have a 2-star hotel, you will have low-rent apartments, and you will have some not very high shopping mall, shopping shops, you know. Если вы построите все это, построите рядом плавательный бассейн, то у вас будет, например, 2-звездочная гостиница, квартиры, которые можно будет сдавать не очень дорого, и не очень хороший торговый центр. As soon as you have a cultural activity, a cultural equipment, whichever it is, a theater, a museum, a cultural center, then you will start having a five-star hotel close to it. You will have higher shopping. You will have higher price apartment. Everything will be on a higher standard of quality. And so at the end, even if you pay for culture, you will make more money. Но как только у вас там начинается культурная жизнь, как только у вас появляются какие-то культурные объекты, будь то музей, театр, что-то другое, сразу ваша гостиница превращается в 5-звездочную, вы можете сдавать квартиры по более дорогой цене, и все объекты шопинга, которые там есть, также существенно повышаются в своем качестве. Качество всего вашего проекта в целом существенно возрастает. Also now when you are discussing with the city, I tell that to a developer, you're talking with the city wants you to have only 15 floors of your apartment. They only want you to have that number of rooms in the hotel. They are giving very strong constraints. Помимо этого, я говорю застройщику, когда вы будете общаться с правительством города, то правительство города будет выставлять жесткие требования. Например, высота дома не должна превышать 15 этажей, высота гостиницы не должна превышать такого-то количества этажей. As soon as you go to a city hall or to speak with a mayor and to tell him, I'm offering a city this theater, or I'm offering this cultural center, or this museum for the city, all of a sudden you can build 5 more stories on the building, you can have 100 more rooms in the hotel,
all the permits are signed very fast. Ну, если вы скажете, мэра города, если скажете правительство города, знаете, я хочу предложить городу вот такой-то музей или такой-то театр, то к вашему удивлению вы можете обнаружить, что вы с большой легкостью получите разрешение повысить ваше здание на 5 этажей, увеличить количество номеров вашей гостиницы, и вся разрешительная документация будет оформляться гораздо быстрее. And so developers, they really understand that very clearly. That's why, as I said at the beginning, at the moment, frankly, my biggest clients are private developers. Застройщики все это очень хорошо понимают. Именно поэтому я в начале своей презентации сказал, что последние 10 лет моими крупнейшими заказчиками являются частные застройщики. Есть ли еще вопросы? Okay. Okay. Thank you very much. Paul, thank you so Большое much спасибо. for this conference. Thank you very much. Спасибо еще раз всем, кто сегодня пришел. Напоминаем, что результаты конкурса, который мы с нетерпением ждем, будут объявлены завтра. И я думаю, еще нам не раз предстоит встретиться и подумать вместе вообще о развитии реки и нашего города. Ну а что касается искусства, о котором мы тоже сегодня немало говорили, то мы очень рады видеть вас на площадке винзавода «Территория дизайна» и за всеми новостями, потому что мы регулярно проводим такие встречи. Можете смотреть на сайте «Винзавод» или «Территория дизайна». Будем рады вас видеть. Спасибо.